Ребята, всем привет, с вами Андреевка Лайв. Сегодня у нас интересный рецепт, вы могли уже в названии картинку видеть. Короче говоря, мы сегодня делаем рыбу в соли, а конкретно дорадо. Рецепт интересный, ингредиенты интересные, поэтому смотрим сразу. Смотрите, вот у нас две рыбки дорадо, они каждая примерно грамм по 400. Мы отрезали все плавники, выпотрошили и обсушили эту рыбу. Соль нам нужна будет крупная, посмотрите. Кинза. Дальше вот у нас лемонграсс, растение, которое часто используется в азиатской кухне, в частности для супа том-ям. Кстати, мы его и нашли в Ашане как раз в наборе для супа том-ям, так что ищите там. Дальше у нас лайм, имбирь и немножко воды. Приступаем. Так, ребята, забыли сказать, что рыбу мы почистили от чешуи тоже. Не только там плавники, внутренности, но и чешуя у нас уже почищена. Так, начинаем с кинзы. Это, наверное, первый рецепт, где нам нужны будут только стебли. Поэтому отрезаем и нарезаем мелко-мелко. Теперь лемонграсс. Отрезаем вот эти кончики с обоих сторон. Так, и одну мы оставляем пока, а вторую тоже нарезаем мелко. Теперь имбирь. Вот отрезаем такие ненужные боковые части и чистить не будем, а делим пополам. Одну половину мы мелко измельчим, а вторую сейчас покажу. А вторую половинку имбиря тоже нарезаем на такие слайсики, не сильно тонкие. И просто так немножко их придавить, чтобы сок пошел, так сказать, взбодрить их. Вот так вот. Нормально. Пока оставляем в сторону. И у нас осталось только натереть цедру лайма. Ребята, теперь вот это все нужно размешать, и у нас получается ароматическая составляющая готова будет. Теперь сюда добавляем соль и тоже перемешиваем. Ну, все более-менее равномерно размешали, теперь добавляем воду и тоже размешиваем. Видите, она уже такая влажная вся стала, это то, что нужно. Ребята, теперь нам осталось, так сказать, нафаршировать нашу рыбу, а для этого нам нужно нарезать несколько слайсиков лайма и разделить, наверное, пополам этот лемонграсс. Все, приступаем. Значит, лимончик, лайм, вернее, парочку кладем. Лемонграсс. Так, теперь что у нас? Имбирь. Имбирь, парочку. Видите, так сказать, внутреннее пространство не очень большое, поэтому не так много вмещается. И можно положить, ну, условно, веточку кинзы. Представляете, какая вкуснотища. Вот, вторую рыбу тоже также фаршируем.
Все, рыбка наша готова. Дальше выкладываем слой соли. Разравниваем. Ну, смотрите, чтобы по ширине рыбы было. И по длине. Соответственно, еще добавим. Здесь под хвост можно подложить немножечко. Ну и, соответственно, сверху укладываем и будем сейчас выравнивать все и делать саркофаг. Ребята, все, рыбка готова к приготовлению. Духовка у нас уже разогрета до 200 градусов. Ставим минут на 20-25. Увидимся. Ребята, 25 минут прошло. Посмотрите, какая красота. А запах просто обалденный. Еще и в процессе, когда я это все смешивал, ароматические составляющие, забыл сказать, просто чумовой какой-то запах. Обалденный. А теперь нам нужно, чтобы рыба 5 минут постояла, и потом будем уже пробовать, разбивать панцирь и пробовать. 5 минут у нас прошло, ребята. Пробуем, смотрите, просто постучу. Видите, звук какой? Все, соль, значит, у нас схватилась нормально. Вот у нас есть ложка и молоток кухонный. Попробуем. Ага. Ребята, аромат рыбки прям вообще обалденный просто. Все, ребята. Рыбку одну почистили, будем пробовать сразу. Видите, все готово, все прекрасно. А сочная какая, просто невероятно, ребята. Плюс вот эти ароматические составляющие очень вкусные, хороший дают вкус. Ребята, что-то невероятное. Очень мягкая рыба, очень сочная. Вот прям сок, прям, не знаю, можно сказать, что, может быть, первый раз такую сочную рыбу ем. Вот, так что попробуйте. Как вы сами видели, просто готовится, недолго, быстро, можно сказать. Поэтому рекомендуем к приготовлению. А мы сейчас будем дальше не пробовать уже, а кушать. Поэтому мы с вами прощаемся на этой позитивной ноте. Всем здоровья, всем пока!